Нещодавнє соціологічне дослідження групи «Рейтинг» показало, що принаймні 30% українців мають бажання виїхати за кордон на постійне місце проживання. Стати нареченою або нареченим – це один із способів для досягнення бажаного результату, тим більше, що безвіз зараз спрощує цю процедуру. Сьогоднішнє реальне життя для тих і про тих, хто шукає кохання за кордоном. Це реальне життя. Ми вітаємо вас. Я представляю вам сьогоднішню нашу гостю. Це Олена Вигнанюк, директор шлюбного агентства Lifelines. Чи агентства знайомств? Як правильно буде? Правильно, агентство международных знакомств, мы называем так себя. Саме так. Да. Міжнародні знайомства. Ще хочу зазначити, що Олена, вона психолог і вона коуч із відносин. І я сподіваюся, це у вашій справі вам дуже допомагає. Да, я поняла, вот занимаясь этим 10 лет, поняла, что очень важно с людьми беседовать в процессе. Не просто подбирать партнера, да, нет, идете на свидание или нет. Важно понять человека и иногда даже какие-то такие, как сказать, беседы, которые корректируют, проводить. А які питання ви зазвичай задаєте, ставите тим жінкам або чоловікам, які приходять до вас в якості клієнтів? Які питання? Ну, мы начинаем, наверное, с самых таких предсказуемых вопросов. Вы, в принципе, сами о них можете догадаться, да, о том, какую женщину или какого мужчину ищет человек. А дальше продвигаемся, опять же, судя по контакту с клиентом, чувствуем, да, насколько можно это задать или нет, узнаем о семье, о родителях, сколько там братьев, сестер, какой по счету этот человек в семье, потому что это очень влияет. Да, на самом деле есть, да, целая теория, это очень интересная такая, про порядок рождения детей в семье, и дальше по тому, какого партнера, скорее всего, выберет старший или младший ребенок. И тот второй партнер, какой по порядку рождения тоже должен быть. Все это влияет на отношения. Например, если брать старших детей, оба старших ребенка в семье, если это были тоже и мой опыт с первым мужем, оба старшие, это про потом постоянную борьбу за власть. Кто скажет последнее слово, кто решит. В этом случае, если ребенок старший, то ему хорошо подойдет, например, девушка, которая была младшей сестрой в семье, особенно если у нее был старший брат. То есть люди с детства научаются, да, как-то существовать в этих отношениях, какой-то вот такой формат им привычен, понятен с детства, соответственно, они когда вырастают... Тобто старша дитина – це домінування у відносинах, у майбутніх стосунках, так? Да, точно. И вот то же самое в работе, в бизнесе. Считается, что старшие, особенно исследования проводились, старшие, они обычно, особенно из семьи, из 3 детей, часто бывают руководителями. Младшие прекрасными продавцами являются, потому что умеют с детства, да, им приходится прям находить общий язык, потому что они уже рождаются, и тут есть другие дети вокруг. Вот, хорошо простраивают отношения. То есть вот, и это тоже влияет на семью, поэтому задаем и такие вопросы. Клиенты, конечно, многие не понимают, зачем и к чему вы меня это спрашиваете, но если доверие сформировано, то вполне охотно рассказывают о себе, о своей семье. І з цього приводу в мене ще є питання про те, що, дивіться, ви на ринку, на досить в такому жорсткому конкурентному середовищі працюєте, ви сказали про це, 10 років. Конкуренції багато, треба чимось відрізнятися від своїх конкурентів для того, щоб завоювати довіру своїх клієнтів. За допомогою чего вы это робите? Я бы сказала, наверное, несколькими путями это делается. Конечно же, оценивается постоянно конкурентная среда, что происходит у коллег, что происходит вообще в мире, какие есть такие мировые тенденции в этой области. Конечно же, большой, огромный такой импульс для развития дают сами клиенты, когда, да, отзываются, всегда же есть над чем работать, да, и я там часто звоню своим клиентам, спрашиваю, насколько там нравится, все не нравится напрямую, и часто слышу вот такие вещи, что можно еще улучшить.
Когда мы это с менеджерами обсуждаем на наших собраниях, думаем, как можно Тобто зворотній реализовать. зв'язок такий з клієнтами. Да. И плюс, конечно, я не налагоджений. могу не отметить важность команды в этом процессе, потому что одна глава хорошо, а 5 лучше, например. Вот. И когда мы собираемся, тоже вот обозначаем, у нас такая задача, какие есть варианты, вместе находим решение. Вот этот процесс мне тоже очень нравится, очень восхищаюсь я своими коллегами. Очень порой такие интересные решения приходят, о которых я сама, может быть, даже долго бы не догадалась. В общем-то, так. Ну и главный принцип, которого придерживаемся, все-таки максимальная прозрачность с клиентами и честность. И сразу, когда и мужчины, и женщины к нам приходят, мы говорим о том, что если будут происходить свидания, да, какие-то встречи, то в чем наши и преимущества для клиентов, это про честную обратную связь. Она иногда бывает не очень приятной, и мне самой иногда не очень-то приятно ее давать, да, но важно порой человеку показать, что происходит не так на встречах, потому что, да, наверное, не только в нашей культуре, если партнер не понравился, там сходили один раз на свидание или два, что-то заметили не то, ну и просто исчезли там, да, не отвечают люди друг другу на звонки, что-то такое. И тогда человек не может понять, что произошло, что не так. А когда происходит свидание через нас, мы от обеих сторон берем обратную связь, общаемся, и сразу можем клиенту сказать, что вот во всех у вас было там 5 свиданий, во всех этих случаях замечены, например, какое-то там некорректное поведение. Да. И в дальнейшем уже клиент может выбирать, хочет ли он это менять, готов ли он с этим работать, и что-то менять, да, в поведении своем, соответственно, будет меняться результат. Либо, конечно, всегда есть свобода выбора, кто-то хочет оставаться в таком состоянии, в таком положении, тогда, конечно, результат откладывается. А чи бувають такі випадки, зустрілись чоловік з жінкою, жінка з чоловіком, і все, другого побачення вже не треба. Вони розуміють, що ось цю людину я шукав або шукала. Да, вот так и происходит во многих случаях. Многие люди как-то чувствуют сразу, что вот нашли того самого человека. Но обычно это происходит в таком, знаете, более молодом возрасте, если там людям 25, 30, 35. Если женщина старше, мужчина старше, как правило, есть какой-то уже опыт, не всегда положительный, да, прошлого в отношениях, поэтому присматриваются долго, осторожничают. Если что-то вообще сложное произошло в жизни до этого, там, в опыте с мужчиной, то бывает даже девушки долго-долго не говорят, что у них там происходит, очень аккуратно в высказываниях, он мне нравится, пожалуй, мы повстречаемся, а потом оказывается, что они женятся в итоге. То есть... Так. Тобто це теж правило, так? Чим доросліша людина, тим вона обережніша у приватних таких стосунках. Є таке правило? Да, это заметно, да. И с мужчинами тоже я общаюсь, когда вот клиент бывает, да, идет на свидание, говорит, девушка вроде бы хорошая, но я такой вот вспышки не почувствовал. Вот. И я говорю, задаю вопрос обычно, сравните, когда вам было 20, была ли у вас реакция отличная от то, что сейчас происходит на женщин. Человек задумался, как правило, да, выясняется. Все-таки, да, возраст влияет, наверное, и физиологические какие-то процессы на это, на наши чувства все равно влияют. Вот. И когда отдаешь себе в этом отчет, ты уже, может, по-другому оцениваешь ситуацию. Ждешь уже этого искры. Ми живемо в епоху інтернету, і є безліч сайтів знайомств, на яких жінка може зустріти, познайомитись з чоловіком із-за кордону або навпаки. Чи означає це, що в епоху такої інтернетизації традиційні служби знайомств, вони вже припиняють існувати, вони вже не такі популярні, як були раніше. Я думаю, что, знаете, выживают, наверное, сильнейшие. И в нашу эпоху, мне кажется, те, кто как раз приносит реальную ценность людям, да, то есть какие-то, может быть, среднего уровня агентства или которые там непонятно с какой стратегии начинали свою работу, то, наверное, да, это время для них заканчивается. Но у меня там много знакомых коллег по разным городам, которые работают в той же области, у них все достаточно успешно продвигается, потому что если агентство работает так, чтобы действительно ценность принести клиенту, при этом с соблюдением таких важных человеческих принципов, то оно будет развиваться. Плюс сайты знакомств, это же, как знаете,
но они такие массовые, там много может быть мужчин, которые женаты, либо не ищут серьезных отношений, либо вот много, да, по телевидению показывают истории с аферистами, когда женщины куда-то попадаются в такие печальные истории. То же самое со стороны мужчин, когда знакомятся, тоже не могут никогда до конца знать, что кто там на другом конце провода, реальная ли девушка, с какими намерениями она пишет. А когда... Чи її це фотографії, Вообще, чи да. не її це Да, фотографії. мне знакомые рассказывали, что порой вот договариваются о встрече, сижу в машине, жду, и тут какая-то непонятная девушка начинает дергать за дверную ручку. Ну, и потом рассказывает, что поставила фотографию подруги, а пришла на свидание сама. Ну, неприятный сюрприз обычно для мужчин это. Вот. А люди, когда к нам обращаются, они уже точно отдают отчет себе в том, что их намерения серьезны, что они точно хотят отношений, потому что для мужчин это означает и финансовые обязательства в том числе. То есть если он не решился еще, он вполне тоже может там попереписываться, перестать, удалить анкету, восстановить анкету. У нас, если уже приходит, то начинается такая планомерная работа над его запросом. А ви це називаєте роботою, так? От спілкування з обома сторонами – це робота. Ну, Тобто треба работа, працювати над конечно, цим. ну, да, конечно. І Приходит- жінки, і чоловіки, вони готові це робити, готові співпрацювати, або вони частину своїх, скажімо так, сподівань перекладають на вас і робіть, бо ви за це взялися. Разные есть клиенты, действительно, и те, которые готовы сотрудничать, и идти так к своей цели упорно. Кто-то действительно просто хочет, чтобы раз и произошло чудо, появился мужчина мечты именно у нас. Вот. По-разному. Но мы уже и на первичной консультации обоим клиентам, и мужчинам, и женщинам говорим о том, что важно сотрудничать, правда. Вот. И если что-то не ладится, то все-таки работать там на более глубоком уровне. У нас есть психологи, психотерапевты, с которыми мы сотрудничаем и рекомендуем. Поэтому если есть какие-то, ну, бывает часто, да, травмы в прошлом, даже травмы с детства накладывают отпечаток на то, что мы там сегодня делаем в своей жизни. Рекомендуем работать уже на глубоком уровне со соответствующими специалистами. И что касается вот коучинга, тоже мы внедрили недавно. Это работа как раз на уровне, наверное, больше про действия, тоже осознание, конечно, там есть много над этим, но все-таки там поставили цель, начали ее достигать. Вот. Но опять же, это всегда остается за клиентом выбор, хочет ли он вот так работать, или он хочет просто походить на свидания, но которые могут не принести результаты, если что-то он делает не так или она. Ви казали про шахраїв, про аферистів шлюбних, так, що є така загроза. Чи є якісь такі загальні рекомендації або поради, як не стати жертвою шахраїв? Ну, смотрите, я так, наверное, вам скажу, мнение мое тоже сформировалось, наверное, так, слыша истории вокруг, потому что у нас таких случаев не было, да, у нас как-то ответственно все люди к этому подходят, клиенты. А вот девушки рассказывали, например, что знакомятся на сайте знакомств, идут на свидание, там мужчина там прям убегает с ресторана, то есть остается девушка оплачивать за все, но это, наверное, не самый сложный случай. Я думаю, что, наверное, прислушиваться к своему сердцу, потом смотреть точно на факты, что говорит о себе мужчина, что он делает в реальной жизни, вот. Ну и не спешить точно обоим. Ну, хотя бывают, конечно, истории быстрой страсти, быстрого свадьбы и рождения детей, такие счастливые тоже бывают. У вашій практиці є такі історії? Да, да, есть люди, которые встречаются с первого свидания, уже понимают, что нашли друг друга, и никто им больше не нужен, девушка быстро удаляется с агентства, мужчина тоже, и уже строят отношения, создается новая семья. Вважається, що зазвичай другу половину, назвемо це так, за кордоном шукають жінки. Чи є приклади того, що українські чоловіки шукають собі пару за кордоном? Чи є такі приклади? На самом деле много нам мужчин звонят с таким вопросом и говорят, хотелось бы познакомиться с девушкой за границей, но у нас нет девушек иностранных, которые ищут наших мужчин. Вот, поэтому запрос вроде как есть от наших мужчин, но услуги пока такой нет. Ну, може, це новий напрямок для вас буде Может быть, з часом. посмотрим.
Що з вашої точки зору приваблює іноземних чоловіків в українських жінках взагалі і в одеситках зокрема? Мгм. Чаще всего мужчин называют основной причиной обращения к нам это красоту наших женщин и при этом то, что они еще сохраняют многие семейные ценности. То есть важна для нашей женщины до сих пор семья, воспитание детей, уют дома, не только карьера. Многие, вот к моему удивлению искреннему, многие иностранные мужчины говорят о том, что, например, в прошлом браке жена не хотела вообще детей, она хотела только заниматься карьерой всю жизнь. И, мужчины хотят продолжения рода часто, вот тоже влияет. Как я сказала, красота, да, женственность. Ну и все, конечно, отмечают, что хотелось бы умную женщину рядом с собой видеть, которой было бы интересно. Ну и наши женщины, они достаточно, особенно в Одессе, очень многие красивые, при этом активно развиваются, учатся в многих бизнес, такие ответственные посты, вот, тоже привлекает наших одеситок. Чи є якісь вікові обмеження серед ваших клієнтів? Ну, 18 років – це нижня така планка, а верхня планка яка? Ну, люди разных, конечно, возрастных категорий к нам обращаются. Понятно, что ну, вот для женщин, да, у нас есть даже клиентки 50-55 лет, и они достаточно так, популярны, пользуются спросом мужчин, так скажем. Вот. Те, кто девушки помоложе, сейчас ну, как-то мужчины не рассматривают их серьезно, то есть не часто обращаются с таким запросом. Мужчины тоже разного возраста бывают. Ну, знаете, в общем-то, конечно, для любви нет границ, да, но в нашей работе мы видим, да, в каком возрасте у человека больше шансов, в каком меньше, ну, как-то биологически. А в якому віці більше шансів, а в якому Ну, вот менше? самый такой популярный, наверное, возраст для женщин – это 28, так, 40 лет. Вот. Но сейчас в последнее время участились запросы на знакомство с женщиной после 40, то есть с теми, кто уже понимает, что нужно ей в отношениях, у которой зачастую уже взрослые дети, когда люди, пара может просто наслаждаться жизнью вдвоем, путешествовать, общаться. Вот. И для мужчин, ну, что касается мужчин, женщины, в принципе, на что же обращают внимание? На отношение к себе. Вот, поэтому если даже ему там 50-55, шансы есть, если он проявит достаточно заботы, внимания к женщине. А з якими країнами ви співпрацюєте? Изначально мы всегда работали с США, сейчас Европа есть, Канада, Новая Зеландия, Австралия, вот эти страны. Ну и плюс в последнее время местные мужчины все чаще начали обращаться к нам. Очень інтересно з ними. Розкажіть, як це відбувається? Тобто якась матриця, технологія дій. Почула нас з екранів телевізора жінка або чоловік почув нас. Що він робить далі? Телефонує вам, приходить. Як ви свою співпрацю будуєте? Як це відбувається? Человек может оставить клиенту заявку либо на сайте, либо позвонить сразу в офис, договориться о времени встречи, консультации в офисе. Проходит первая консультация, когда наш психолог он рассказывает о том, как происходит работа. Если все подходит всем сторонам, то происходит регистрация полная, то есть заполняется анкета, представляются фотографии или мы организовываем фотосессию. Вот. И после этого обращаются, например, новые мужчины, и идет подбор кандидаток. И наоборот тоже, если женщина обращается, смотрим, кто из нашей базы мужчин мог бы быть ей интересен. Созваниваемся, показываем фотографии, анкету. И если люди друг другу интересны, то происходит встреча. У нас, конечно, есть такие углубленные опросники, там очень много вопросов, плюс личное собеседование вот с такими вопросами, как я вам написала раньше. Вот. Но мы, когда знакомим клиентов, мы вот все подробности друг о друге им не сообщаем, прям все мелочи, потому что они должны это выяснить, открыть, да, насладиться красотой вот, познания друг друга. Самостоятельно все-таки ми Тобто є маленькі такі таємнички, які ви залишаєте для пари? Ну, как, не такие уж это тайны, наверное. Ну вот, допустим, стандартный вопрос про причины развода. Мы об этом уточняем, но, как правило, клиентам друг о друге это не рассказываем, потому что такой личный вопрос. И я думаю, что если они встретились и, опять же, доверие есть, они могут об этом друг другу рассказать. Ну и плюс часто это все-таки не тема первого свидания. Могут позже уточнить такой
все-таки интимный вопрос во многом. Вот такого рода информацию мы предпочитаем не выдавать, потому что, ну, может быть, в некоторых случаях некорректно, неэтично как-то. Ви розповіли про те, що приваблює іноземних чоловіків в наших жінках. Але, мабуть, є щось таке, що і відштовхує. Не може бути все на 100% там добре, і ми такі гарні, розумні, із сімейними цінностями. Які риси, можливо, відштовхують чоловіків від наших жінок? Отпугивают, вы имеете? Да, конечно, Ага. отталкивают. Ага. Так, ну, уже тоже многие мужские форумы пестрят информацией о том, что наши женщины, некоторые просто хотят использовать мужчину, то есть максимально от него материальную выгоду получить и исчезнуть. Вот есть такое опасение, и действительно есть такие истории в практике. Вот это вот, пожалуй, такая информация уже об украинках. Тобто така меркантильність. Да, да, да. Потому что сейчас, да, очень такой тоже большой поток потенциальных женихов иностранных едет и либо в Азию, там Таиланд, Филиппины за невестами, либо в Южную Америку, колумбийки популярны тоже, то есть наравне с Украиной. Ну, там вроде бы ситуация попроще, вот, еще пока нет таких огромных форумов, посвященных обману со стороны невест. Чи бувають такі ситуації, що жінка красива, розумна, але час минає, там, півроку, рік, а свою пару вона не зустрічає. І тоді вона, і це зрозуміло, розчаровується в послугах, розчаровується у службі, розчаровується взагалі у стосунках. Чи бувають такі випадки? Конечно, бывают. И мы сразу на консультациях говорим о том, что мы никогда не можем назвать срок, за который она выйдет замуж. Да? Это, вот, наверное, воля Бога на это есть или судьбы, как для кого как. Но в наших силах, да, то, что от нас зависит, мы делать можем, да, то есть красиво, правильно оформить ее профайл, сделать красивую фотосессию, правильно представить ее, там, да, разместить на сайтах партнеров, рекомендовать, да, для мужчин, которые к нам обращаются. Но, как сказать, уровень ее привлекательности для мужчин, ну, каждый мужчина оценивает для себя сам, и бывает, что по женщине никаких запросов не поступает навстречу, и тогда они печалятся. И тоді розчаровуються жінка. Да, но мы предлагаем, у нас уже всегда есть, да, как-то надо все равно искать другие выходы, да, и предлагаем тогда вот работу над собой, потому что мы заметили, даже через интернет как-то вот передается настроение или энергетика человека. Вот удивительно, да, мы сначала для нас это была загадка, когда мне было там 23 или 25, и мы только это вот развивали, не понимала, как это работает. Потом, когда стала изучать психологию, у нас есть несколько тоже девушек, клиенток, психологи, они это объясняют тем, что когда открываешься навстречу отношениям, действительно их хочешь, нет уже никаких барьеров, ни осознанных, ни подсознательных, тогда и поток внимания от мужчин увеличивается. Происходят свидания, приходят подарки, как-то развиваются отношения. Когда все перекрыто какими-то страхами, опасениями, то и ни в реальной жизни нет, ни через агентство запросов от мужчин. То есть в этом случае мы предлагаем женщинам тогда вот опять же поработать с психологом или с коучем. Ну, там уже каждый для себя решает. Кто-то все-таки думает, что во всем агентство виновато, и все, не судьба, пойду в другое агентство. Как правило, в другом агентстве повторяется та же самая история. Кто-то выбирает работу над собой. Ну, работа над собой, она всегда, мне кажется, полезна, неважно, ты ищешь отношения или не ищешь. Мені здається, коли йдеться про роботу над собою, більшість жінок думають, що це про якісь зовнішні прояви. Але ви тільки що розповіли, що йдеться насамперед про внутрішні прояви і про енергетику взагалі. Да, так и есть. Это, вот, наверное, и решающий фактор. Мужчины, естественно, они визуалы все, и когда я там беседую с иностранными мужчинами и с нашими, я понимаю, что очень они, как сказать, похожими способами привлекаются к женщине или нет. Но обращают внимание сильно, конечно, на внешность, на целый образ, чтобы он таким женственным, привлекательным был. Но дальше уже идет общение же, да, и важно, как женщина проявляется.
Вот. И даже если она там расписная красавица, но сделаешь тоже что-то такое особенное, что отталкивает всех, то сложно построить такие долгосрочные отношения. Добре, гаразд, я вам дякую. В нашому ефірі, в ефірі реального життя для тих і про тих, хто шукає кохання за кордоном, була Олена Вигнанюк, директор шлюбного агентства під назвою Lifelines. Спасибо вам огромное. На все добре, побачимось в цій студії.